Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня у нас опять рубрика «Вопрос-ответ», и я отвечу на самые актуальные и интересные вопросы от зрителей. Итак, начнем. Сейчас у нас уже конец февраля, началась оттепель, поэтому много вопросов по садовой тематике, именно про садовый сад. Ну, конечно, и огородные вопросики есть. И вот первый вопрос. Как избавиться от тли? Какая обработка весной поможет избавиться от этого вредителя? Значит, вначале разберем, в чем опасна тля, когда она у вас появилась на растениях. Тля, она выпивает соки из растений, в итоге молодые приросты искривляются, иногда могут засыхать. Но опасность не только в этом. Дело в том, что тля переносит многие вирусные заболевания. Например, может переносить израстание малины, метлу, да, вот вирусное заболевание. Зачастую причина тля. Вот. И если с этим вредителем никак не бороться, то вирусные заболевания могут распространиться по всем посадкам малины, и придется все корчевать. Это только малина, конечно же, и другие растения страдают. Больше всех в саду страдает от тли, как правило, смородина. Есть и галовая тля, и другие виды, которые выпивают соки из вот этих растений. Особенно вредна тля молодым кустикам, когда должны формироваться хорошие приросты, нападает масса вот эта тля и выпивает все соки, и кусты могут полностью засыхать. Значит, где зимует тля? На это тоже стоит обратить внимание. Зачастую тля зимует на побегах, на вот этих же молодых побегах, которые сформировались за прошлый сезон на смородине. Там тля и зимует. Зрительно вы можете ее даже не заметить, она концентрируется в основном в верхних частях вот этих приростов, около почечек, где-то какие-то одиночные особи. И, казалось бы, сильные морозы и так далее, но большой снежный покров. Под снегом тепло, комфортно, и тля без проблем зимует. Сильных морозов она, как правило, и не боится, не погибает. Значит, что делать, как избавиться? Конечно же, можно в вегетационный период с ней бороться, но это уже сложнее сделать. Самая вот такая хорошая, надежная обработка – это ранневесеннее, когда еще не набухли, не раскрылись почки. Когда вот эта зимующая тля еще сидит на этих веточках. Значит, чем обрабатывать? Есть препараты на основе масел, препараты 30+ и профилактин. Вот. Делается раствор водный с этими препаратами, да, и обрабатывается с опрыскивателя, кусты обрабатываются. Вот этот маслянистый раствор, он хорошо закрепляется на веточках, создается такая пленка жирная, и вот эта тля, которая зимует на побегах, она задыхается, погибает. Все, и вам потом уже в вегетационный период придется меньше работать с различными препаратами для обработки. Основная часть популяции, которая вот на кустах была, она погибнет. Поэтому вот такой надежный, простой способ ранневесенней обработки. Следующий вопросик у нас опять про сад. Может ли благоприятствовать обрезка в сырую и влажную погоду возникновению камедиотечения? Да, действительно может. Ни в коем случае нельзя обрезать ни ягодные кустарники, ни плодовые деревья во влажную погоду, когда моросит дождь, либо какой-то густой туман, ветки все мокрые. Когда вы делаете такую обрезку, в раны попадает инфекция вместе с влагой, и заболевания тут как тут, в том числе и камедиотечение. Что такое камедиотечение? Значит, когда вы обрезаете косточковые культуры, появляется вот эта смола. Зачастую причиной еще возникновения вот этого явления неправильные сроки обрезки. Это самое распространенное. Косточковые культуры нельзя обрезать в период сокодвижения активного. Они обрезаются либо в конце лета, это август месяц, но максимум начало сентября, еще зависит от региона. Либо весной, до активного сокодвижения. Это, как правило, март, начало апреля. Вот в этот период можно обрезать косточковые. Это черешня, вишня, сливы, абрикосы и так далее. Значит, еще следующая причина, также морозобоины. То же самое у вас будет течь вот эта камедь и заболевание. Манилиальный ожог, если где-то у вас на деревьях был, опять же, вот такое явление возникнет. Поэтому соблюдайте сроки обрезки, в обязательном порядке обрабатывайте, дезинфицируйте вот эти раны после обрезочки. И, конечно же, вот если был манилиальный ожог у вас на деревьях, все ветки нужно вот такие пораженные этим заболеванием удалять. Как правило, они начинают засыхать. Вот, поэтому все удаляем и проводим дезинфекцию и обработки.
Следующий вопрос. Уже про огород. Зрители пишут, причем вот несколько вопросов таких было. Вносила триходерму под перекопку огорода осенью. Нужно ли вносить весной? Так. Значит, если вы внесли, допустим, осенью триходерму с компостом, да? Я не знаю, как вы вносили, с компостом, либо проливали грядки. Допустим, вы внесли с компостом. Если с компостом внесли, можно уже и не вносить. В компосте, вот в этом, который вы проливали все лето триходермой активно, там уже триходерма очень высокой концентрации, в том числе и спор. И в компосте триходерма нормально перезимует благополучно, и весной, когда придет подходящая температура, она активизируется, начнет работать. Если вы просто в грядку, не знаю, там перловку нарощенную с триходермой добавили, либо просто грядку из леечки там где-то пролили, лучше все-таки весной еще дополнительно опять же внести вот эту триходерму, чтобы она работала. Вот. Возможно, и ту, что вы вносили, там какая-то часть триходермы еще выживет, но неизвестно. Причем в биопрепаратах используется несколько сразу же видов триходермы. Значит, в одном препарате зачастую есть триходерма зеленая, да, вериды. Она работает больше на переработку вот различной органики, которые в почве остаются там, да, где-то опилочки какие-то были, где-то листья опавшие, все это она подъедает. А есть еще триходерма хорцианум. Вот эта триходерма в большей степени борется с различными фитопатогенами, и она менее холодостойка, чем верида. В почве может и не перезимовать, поэтому весной все-таки не помешает еще раз грядочку пролить. Тем более, вот такую триходерму, скорее всего, использовали, я так понимаю, от Тутагра, вот эта заквасочка, да, без проблем ее можно нарастить, сколько вам нужно. Вот поэтому сейчас самое время наращивать. Можете на перловке нарастить, на трутовике, на чем угодно. Уже роликов у меня целая куча про это наращивание. Весной вам еще покажу еще один способ про наращивание, кстати, триходермы, как очень быстро нарастить большой-большой объем, чтобы сразу же под весь огород под перекопочку внести. Пока что еще рановато. Следующий вопрос. Значит, про искореняющую обработку сада. Значит, зрители пишут, сделала осенью искореняющую обработку сада. Нужно ли весной делать ее опять? Значит, что такое искореняющая обработка сада? Это обработка, которая помогает избавиться от широкого круга различных заболеваний, да, вредоносных объектов в саду. Значит, как правило, искореняющая обработка делается с помощью различных фунгицидных составов сильных и может выполняться один раз в год. Вот, допустим, вы сделали искореняющую обработку железным купоросом, допустим, в осенний период, да, весной не обязательно ее делать. Но я стараюсь все-таки вот эту основную искореняющую обработку делать только раз за сезон, причем весной. Объясняю, почему весной лучше, чем осенью. Дело в том, что весной выполняется санитарная формирующая обрезка сада. То есть мы обрезаем очень-очень много веток, и появляется много различных ранок, срезов, зачищаются какие-то морозобоины, солнечные ожоги, да, все это зачищается, вычищается, и на дереве появляется очень-очень много ран, ворот для инфекций. И когда вот после обрезки выполняется вот такая искореняющая обработка, эти ранки дезинфицируются. И для ранневесенней обработки я применяю бордоскую жидкость 3%. А если вы, допустим, осенью сделали только вот эту искореняющую обработку железным купоросом, но весной собираетесь делать обрезку плодового сада, не повредит сделать еще обработку и бордоской жидкостью. Причем вот можно, я же говорю, такую обработку делать только одну. В осенний период не обязательно обрабатывать плодовый сад, только при желании, и если в вашем саду было просто уйма каких-то различных заболеваний. Ну, в таком жутком состоянии сад находился, надо было что-то срочно делать. Можно тогда и 2 раза за сезон. Следующий вопрос опять касается больше сада. Погибнут ли насекомые-вредители от морозов?
Ведь этой зимой они сильные. Нет, не погибнут, к сожалению. Какая-то, может, часть незначительной популяции погибнет, но совсем-совсем маленькая. Почему? Несмотря на то, что на улице сильные морозы, вредители к этим морозам приспособились. Они залазят где-то в расщелины в какие-то, на деревьях, под мхом на деревьях прячутся, под лишайниками, но основная масса все-таки насекомых-вредителей зимует в почве. А в этом году снежный покров очень значительный, полметра, у кого-то даже больше снежный покров. И снег ложился практически на непромерзшую почву. Несмотря на то, что на улице были морозы минус 30, минус 32 у нас было, но почва глубоко не промерзла. Может быть, сантиметров 20-30 сверху, а дальше все нормально. Поэтому вредители не погибнут. И вот даже у нас выпустили ученые уже такую статью и предупредили, что в этом году, наоборот, может быть нашествие различных вредоносных насекомых из-за вот этого сильного слоя снега. Поэтому лучше уже подготовиться, запастись различными биопрепаратами, какими-то еще инсектицидами. Насекомых будет очень и очень много в этом году. И последний вопросик, его даже не в комментариях мне задавали, а знакомая прислала, значит, мне в Телеграм этот вопрос. Как правильно все-таки батат отрывать росточек для укоренения, либо отрезать ножом? На самом деле не важно, что вы будете с ним делать. Вот посмотрите, вот у меня батат, Порто Амарелло сорт с кленовым листом, и вот здесь клубень лежит, и много-много росточков уже. Значит, вот росточек высотой сантиметров, наверное, уже 15 где-то, может чуть меньше. Значит, я обычно отламываю. Почему? Вот так вот отломал. Смотрите, здесь как бы такая даже как пяточка все равно. Вот эти нижние листья нам не нужны. Все, это выбрасываем. И вот так вот ставим в воду. Все, через 5 дней уже здесь хорошие корешки, и можно высаживать в банки. Поэтому лучше отламывать, в принципе. Получается, вот как я говорю, пятка. Если срез, тогда сразу в воду может и нельзя ставить, может подгнивать. А с пяточкой все в порядке. Поэтому, как вы сделаете, так будет и нормально. В принципе, не совсем и принципиально. И вот посмотрите, на днях я рассаживал уже батат вот в такие емкости. Почему такая большая емкость? Кто живет, особенно в более северных регионах, высаживайте батат. Вначале можете в стаканчик, конечно, поменьше посадить, но можете сразу в такой литровый горшок. А затем даже еще делайте перевалку еще в более просторную емкость, там объемом литра 2-3. Почему в такие большие емкости? Когда вы садите батат в такую емкость, формируется очень сильная корневая система. Затем вот пересадка, допустим, в горшок еще побольше. И когда вы высаживаете уже на постоянное место, у вас уже есть зачатки корни клубней у батата. И урожай формируется намного-намного быстрее. Вот поэтому вот такие большие емкости. В стаканчиках, когда в стесненных условиях батат растет, корни переплетаются, и их нужно либо подрезать, либо расправлять. Если посадить вот одним клубком, и тогда и вот эти корни клубни, они будут скрученные. Не очень хороший урожай. Вот поэтому все-таки я выбираю такие просторные емкости. Вот такие вопросы сегодня были. Если есть еще что-то актуальное, интересное, пишите в комментариях, я буду отвечать. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.